Вот такой вот Bezos, это Bezos Go Trip VA1 Pro, и это компрессор. И существует VA1 Max, там где есть батарейка, именно имеется в виду аккумулятор. Здесь это конкретно проводной, и он такой же по мощности, как вот этом вот Bezos, который мы снимали. Это у нас с компрессором именно Jump Starter, назывался он Prime Trip. 4 в одном, но он действительно дорогой. Меня просили, говорили, знаете, нам не надо, допустим, Jump Starter, дайте нам просто компрессор. Да вот, пожалуйста, той же фирмы, проверенный. Давайте, так вот вы подпишитесь, нажмете колокольчик, ссылки в описании под видео, а мы сначала распакуем, потом пойдем посмотрим, сколько он стоит, где продается, и, конечно же, протестируем. Давайте сразу вот распаковка, вот так вот не отходя от кассы, скажем так. Вот он, пожалуйста. Смотрим, что у нас в комплектике. Так, тут ничего нет. И вот сам по себе Bezos. В комплекте у нас кабель достаточно длинный на 12 вольт. Вот, пожалуйста, он, кстати, длинный, не коротыш. Это хорошо. У нас есть сам по себе кабель, который накручивается именно шланг высокого давления. Как назовем, ну не совсем высокого, он плетеный, достаточно качественный, и именно здесь есть обозначение, что он горячий. То есть, когда качается, он, конечно же, горячий. Это вход питания. Есть у нас, как мы видим, кнопки управления, но это мы уже сейчас рассмотрим, когда подключим. Когда сейчас пойдем посмотрим, сколько он стоит. И вот такие вот переходнички на мячики, на матрасики, на все что угодно. Даже на ниппелевое соединение. Короче, все. Переходим, смотрим, сколько стоит, и возвращаемся, тестируем. Ну, будем рассматривать, конечно же, его и на AliExpress. Наш VA1 Pro, я вам скажу так, есть же еще максимальная версия, которая идет с аккумулятором. Я ссылку на обе версии разместил вам в описании под видео, пойдете посмотрите. Прошка это конкретно от 12-вольтового порта, да, которого от прикуривателя по сути. Max еще имеет там, грубо говоря, аккумулятор еще имеет аккум, может просто так качать. 22-цилиндровый проводной, как они написали, цилиндровый. Как это вообще 22-цилиндровый? Ну да ладно. Давайте посмотрим на технические характеристики. Bezos или Bezos Go Trip VA1 Pro проводной, а этот беспроводной. 4 минуты от 0 до 2,5 бар. 22-цилиндровый мотор, не знаю как это, напишите, пожалуйста. Теперь дальше. Поддерживает от 0,2 до 10,3 бар. Ну, 10 бар выдержать, не знаю. Ну, такое, заява, конечно, сильная. От 3 до 150 пси. Если бы не Bezos или не Bezos, достаточно серьезная контора, я бы подумал, что это китайская реклама. Шаг сенсора 0,5 бар. Ну, там 2500 батареи умножить на 3,27, это сколько? Это 7500 у него аккумулятор. Это, как они пишут, в среднем на 6 шин, 27,5 ватт-часов. От минус 15 до плюс 50 работает, там зарядка Type-C, тут нет зарядки. 12,6 вольт, 8,75 ампер максимально. И 5 вольт, 2,4 ампера зарядка в беспроводной версии. Слушайте, ну прям интересно, давайте посмотрим, что они тут нам еще рассказывают. Ой, ну прям так красиво нарисовали, ай-яй-яй. От 2 до 2,3 бара 40 секунд. А к чему эти вот замеры такие интересные? 5 режимов накачки, машинка, мопедик, велосипедик и мячик, короче, грубо говоря. Компактный, ну и дальше уже пошли посмотрим. 40 секунд. Опять они одно и то же показывают. Кастомизированное от 3 до 150 пси, 8 пси у мячика. Ну, то они средние значения приводят. И уже сейчас, слушайте, опять матрасы можно качать. Вот матрасы, если беспроводной брать с аккумулятором, то это вообще классно для матрасов подходит где-то на природе, на пляже. Вообще отлично. То есть вот это подходит. Ладно, ребят, что я могу сказать? Мы сейчас пойдем с вами и попробуем на моей машине. Как он шину, 19-ю шину, например, спустим до 0 и попробуем накачать. Ну вот как-то так. Ой, еще подсветочка есть. Да ладно, стробоскоп, СОС, ну то ладно, то уже... Опять, слушайте, зачем столько накидывать рекламы, то, что переходники, ладно. Зачем столько накидывать рекламы для того, чтобы вот реально ты читаешь про одно и то же. Производители китайских товаров очень любят вот такой вот фигней заниматься. Ребят, ссылка в описании под видео, пошли уже к машине. Смотрите, колесо практически пустое. Сейчас мы уже заканчиваем его спускать. Все, оно в ноль, оно уже перестало шипеть. Сейчас мы его включаем, переподключаем.
И будем стартовать, замерять, за сколько оно накачает вот эту вот 19-шку 2.9 Pirelli. Все, поехали. Ну все, колесико накачали. 2.9. У меня есть, знаете, такие вот впечатления не двоякие. И двоякие, потому что вот то вот лучше. Вот этот. Вот этот Базеус, он лучше. Объясню, давайте вот по фактам. Ну, во-первых, если вы хотите брать, то сразу рекомендую, вот если хотите такой минимальный формат, сразу рекомендую все-таки брать Max-версию на аккумуляторах. Потому что моя машина, например, сбросила 12-вольтовый аккумулятор, когда увидела сильный перерасход, она сбросила его в ноль. То есть она останавливала 2 раза эту штуку. Во-вторых, кабель, например, если у вас нет центрального в вашем кокпите, скажем так, 12-вольтовой розетки, то из багажника вы ее не дотянете с этим кабелем до передних колес. А это у меня небольшая машина. Давайте так, тоже вариант такой. На аккумуляторах будет намного интереснее, если вы будете заряжать. Просто потом подошел, поставил, зарядил. Вот эта штука на аккумуляторах. Здесь лучше крепление. Мне винтовое крепление нравится больше. Вот эта штука качает быстрее. Давайте вот реалистично. Было написано от 0 до 2.3. Вот, допустим, они писали сколько? 4 минуты? Ну, ребят, 6. А до 2.9 качало 7,5-8 минут. Это реалистичный сценарий вот этой штуки. Маркетинг, я понимаю, дело хорошее. Но оптимистично. Штука хорошая, если у вас небольшие колеса и есть нормальная розетка. Она дешевая, она честная, она хорошо качает. Но мои рекомендации либо с аккумулятором, либо вот это. Накопите, возьмите джемстартер. Как джемстартер, вот эта штука. 3000 ампер, 12 вольт 3000 ампер дает. И она у меня лежит почти год. Она сколько? 8 месяцев. Без зарядки. Я использовал ее один раз как джамп-стартер. Смотрите, у меня сейчас здесь заряда еще, ну, плохо, наверное, видно, оно еще на желтой. И у меня здесь есть, он тоже качал когда-то колеса. И здесь есть те же самые функции, и он мощнее качает, он быстрее качает. Он такое 2.9 у меня поднимал за 5 минут. Вот так вот. Поэтому, ребят, мои рекомендации есть, ссылка на вот этот вот обзорчик тоже кину в описании под видео. Но это тоже штука неплохая, заслуживает нашего внимания. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.